Не надо стрелять! Он же убил Фила Джексона. Мы скоро рассчитаемся с ними сполна. Теперь Дункан наш! Ну, с Богом. Будьте осторожны, друзья. Ничего, друг мой. Рана скользящая. Письмо. Бен Джойс. Что? Письмо у Бен Джойса? Они захватят Дункан. Потерпите, потерпите, друг мой. Пираты, пираты. Вот оно что. Вот их гнусная цель. Они хотят перебить мою команду и захватить Дункан. Боже мой. Неужели Дункан станет пиратским судном? Они же будут грабить и убивать мирных людей. Мы должны опередить этих негодяев. Каким образом? Каторжников нет, путь свободен. Я предлагаю идти к берегам Сноу-Ривер. Но мы не сможем переправиться через реку. А нам и не нужно переправляться. Мы спустимся по реке к ее устью, а там недалеко до Мельбурна. Что, на плоту? Вот именно, на плоту.
себя чувствуете, Олбинет? Спасибо, мне лучше. Эдуард, он очень плохо. Олбини дальше не пойдет. Сколько нам осталось? Миль 10-12. Ну что ж, тогда понесем его. Господин Макнапс, Да, Олбини? я давно хотел вас спросить. Как вы узнали, что этот человек и есть Бен Джойс? Позавчера вечером я отправился посмотреть, не идет ли кто за нами следом. Уж очень все это было подозрительно. Внезапный падеж лошадей и поведение этого боцмана. Я вернулся той же дорогой, которой мы ехали. Оказалось, что следы нашего отряда очень хорошо видны на земле. А там, где колеса фургона не оставляли следов, очень хорошо заметен след трилистника на подкове моей лошади, милорд. Вскоре я увидел двух всадников, которые ехали по нашему следу. В одном из них я узнал того неприятного парня, кузнеца из Блэк-Пойнта. Я подслушал их разговор. Кузнец сказал: этот Айртон не человек, а сущий дьявол. На что другой ответил: зови его просто Бен Джойс, он заслужил это имя. Ну, остальное может рассказать Роберт. Он встретился лицом к лицу с этим негодяем из Блэк-Пойнта. Роберт, ты испугался? О, нет. Он вел себя как настоящий мужчина. Он чуть не пристрелил этого мерзавца. А знаете, эта сестра меня спасла. За кустами послышался крик. Вой и Олбинета вызвали меня. И тогда нас сразу стало как бы трое. Бандит испугался и убежал. Значит, Айртон специально заманил нас сюда. Да. И от самого побережья бандиты идут по нашему следу. И этот негодяй вовсе не матрос с Британии. Думаю, что настоящее имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс его кличка. Конечно же, он знал Гарри Гранта. Возможно, действительно был боцманом на Британии. Выходит, капитан Грант все-таки в Австралии? Возможно. Бесспорно только одно. Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо.
Проспали. Проспали. Вставайте, капитан. Проспали. Проспали. Милорд, вставайте. Мы в открытом море. Что случилось? Нас вынесло в океан. Где же берег? Вот дьявол! Неизвестно. Роберт, наверх. Что произошло, Эдуард? Мэри, Надо хотя бы Нас развернуться. вынесло в открытое море! Роберт. Ну что там, Роберт? Сейчас, сейчас. Нет, это Друзья бессмысленно. мои, что же нам предпринять? Милорд, мы пропали, да? Мы попали в сильное течение. Нас уносит все дальше от берега. Открытое море. Роберт, Ничего не вижу. Туман. прощай, Дункан. И все наши надежды. Земли уже не видно. Нас несет на юго-восток. К Новой Зеландии. к Новой Зеландии? Ну, тем лучше. Это, конечно, нарушает некоторые наши планы, но право, Новая Зеландия стоит того, чтобы ради нее претерпеть некоторые неудобства. Представьте себе, огнедышащие вулканы, потоки лавы по склонам, абсолютно дикий край, дикие нравы, там до сих пор сохранился каннибализм. Да, веселенькую картину вы нарисовали, месье Паганель. То-то обрадуются дикари, когда увидят, что прибило море им на ужин. Берег есть берег. И надо на него как можно скорее выбраться. Воды у нас осталось ненадолго. Что вы предлагаете, Джон? Действовать? Пить. 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 Ну, а теперь ты сам, Роберт. Милорд, Олбинет зовет вас. Потерпите, мой друг. Я умираю. Нет-нет, Олбинет. Мы еще поборемся. Милорд, когда вы вернетесь на корабль, запишите в судовой журнал, что я до конца выполнил свой долг.
Примерно метр в секунду. 3600 метров в час. 48 миль в сутки. Есть еще надежда, что мы будем дышать, когда наш ковчег прибьет к берегам Новой Зеландии. Где сразу же попадем в желудки дикарей. Какой отвратительный обычай. Ну почему? Рыбы едят рыб, свиньи едят свиней. Подобные пожирают себе подобных. Вы защищаете каннибализм, любезный Паганель. Не защищая, а обосновываю. Некоторые племена маори утверждают, что, пожирая врага, они уничтожают его духовную сущность, и тем самым к ним переходит его душа, силы, доблесть. Интересно. Как они едят? Европейцев живыми или... А? Вы мне напоминаете того англичанина, которого людоеды тащат на костер и спрашивают, как вас зовут. Зачем вам это теперь? Отвечает он. Как зачем? Для меню. Только к исходу 4-й недели измученные мореплаватели увидели впереди берега Новой Зеландии. Куда ты везешь нас, вождь?
Какие новости, Каратете? Плохие, великий вождь. Много наших воинов погибло. Каждый воин Маори может убить 2 англичан. Но что делать, когда появляется 3-й? Я не вижу Тагонгу. Наш брат Тагонга попал в плен к англичанам. Табу! Отведите их в тюрьму. Они собрались вокруг вождей. Размахивают руками, завывают. Вождь им что-то говорит. О, расходятся. Роберт, отойди. Вожди идут сюда. Они не обыскали меня.
Но это оружие не для них, а для нас. Ты англичанин, Да. а эти? Эти люди такие же англичане, как и я. Мы путешественники. И никто из нас не принимает участие в войне, которую вы ведете с Англией. Англичане наши враги. Они захватили нашу землю. Убивают. Сжигают наши дома. Они поступают жестоко. Мы не оправдываем их. Но мы не можем отвечать за поступки своих соотечественников. Я хотел бы вырвать у тебя сердце. Я хотел, чтобы головы ваши висели на этой изгороди. Но Тагонга, верховный жрец нашего бога, попал в руки твоих братьев. Наш бог велит нам его выкупить. Как думаешь, согласятся англичане обменять тебя на нашего Тагонгу? Отвечай. Стоит ли твоя жизнь, жизни нашего Тагонги? Нет. У себя в стране я не жрец и не вождь. Значит, твои не согласятся взять тебя в обмен на Тагонгу. Одного меня нет, а всех, быть может. У нашего племени принято менять голову на голову. А вы предложите обменять вашего жреца на этих двух женщин. Они занимают высокое положение у себя в стране. Ты надеешься обмануть Кайкуму? Ты думаешь, Кайкуму не умеет читать в человеческих сердцах? Это твоя жена. Моя. Она моя. Абу! Абу! Вождь! Лазутчик из лагеря англичан! Ты пришел из лагеря англичан? Да, вождь. Видел ли ты пленника, нашего Тагонгу? Да, вождь. Он жив? Его больше нет с нами, вождь. Англичане расстреляли его. Вы все умрете. Но не сейчас.
чем просила леди Гленнерван своего супруга. Если муж имеет право убить свою жену, чтобы избавить ее от позора, то жених имеет право убить свою невесту. Вы же давно считаете меня своей невестой, Джон. Могу ли я надеяться на вас, Джон? Да. Но у вас нет оружия. Я никому тебя не отдам. Если бы с нами был господин Паганель, уж, наверное, он что-нибудь придумал бы. Дай Бог избежать ему нашей участи. Что это? Вулкан. Если завтра нам суждено умереть, я уверен, что мы это сделаем как люди смелые, как истинные христиане, готовые предстать перед высшим судом. Бог, читающий в наших душах, знает, что мы стремились к цели благородной. Если завтра нас ждет смерть, значит, такова его воля. И как бы ни был жесток приговор, мы не станем роптать. Но здесь нас ждет не только смерть, но и пытка. Возможно, бесчестие. И эти две женщины... Джон, я понял, что ты обещал Мэри то же самое, что я обещал леди Элен. Как ты намерен поступить? Мне кажется, я имею право выполнить это обещание. Тогда сделаем это немедленно. Кто знает, может быть, у нас уже не будет времени на это. Прибережем это крайнее средство до последней минуты. Ее может не быть. Будем надеяться. А теперь нам надо ложиться спать. Да-да, спать. Нам нужны будут силы. Мы должны показать этим дикарям, как умеют умирать шотландцы. Они положили покойника на возвышение. Ходят вокруг него, плачут. Вот ведут какую-то женщину. Вдову вождя. Господи! Вождь! Он убил ее!
Ее кладут рядом с покойником. Вот еще ведут кого-то. 6 человек. Туземцы. Руки связаны. Это рабы вождя. Неужели их тоже убьют? Что там произошло? Они их... Ничего особенного. Они собираются позавтракать. До ужина у нас есть время. Мы у них в вечернем меню. Наших стражей осталось 2. Нет, 3, вон еще 1. Самое время напасть на них. Ну а дальше? С нами женщины. Дальше по обстоятельствам. Главное вырвать у них оружие. Подождите, майор. Джон, станьте тут. Надо заманить их сюда. И когда они войдут... Тише, тише. Слышите? За стенкой кто-то скребется. Мышь роет нору. Слышите? Вот это сейчас мы выясним. Мышь это или человек? Тихо. Держите. Еще. Паганель, откуда вы? Подождите, подождите. Наблюдайте за дикарями. Они сидят у костра. Ужинают. Паганель, вы могли здесь оказаться только благодаря своей гениальной рассеянности. Следуйте поодиночке за мной. Смелей, смелей. Великий
Хумбу-тхумбу! Об одном я тебя прошу. Когда ты проснешься, я уже слышу могучие хрипы в твоей груди. Опусти в царство вечных теней тело храброго вождя Кара-Тете. Он достоин этого. Табу! Вы знаете наши обычаи. Никто не смеет теперь ступить на склоны этой священной горы. Того, кто нарушит запрет, ждет немедленная смерть. Осторожно. Идет. Майор, идите сюда. Похоже, туземцы оставили деревню. Посмотрите, друзья, как красиво! Тихо! Сюда! Сюда, друзья! Быстрее. Погоня! Вот этот знак, майор. Поторопитесь, поторопитесь, Паганель.
Все кончено. Смотрите, дикари дальше не идут. Давайте.